Понятия не имею, что из этого получится. Но поехали. Вот, я придумал самое тупое вступление для видео. В общем, извините, сейчас беда с нападающей, поэтому я еду в Иран, чтобы уговорить одного иранского паренька вернуться в Петербург. Вот, теперь поехали. Итак, я в Тегеране. Главная цель – найти Сердара. Но для начала давайте осмотримся. Тегеран – удивительный город. Здесь можно попасть под колеса мотороллера, даже когда ты просто идешь по узкой улице. В центре Тегерана есть памятник Утюгу, прописью «Памятник Утюгу». То есть поездка окупила себя уже в первые часы. С этого сезона сборную Ирана тренирует местный производитель одежды Маджид, он же Мирус. К сожалению, официального магазина в Тегеране у него нет. Но зато есть замечательный официальный сайт, на котором можно заказать и дождаться футболку в отеле. Очень удобно. А теперь, когда у нас есть вся необходимая экипировка, напишем нашему старому знакомому. تو دلم بهاره عاشق روزگاره اما روزگار وفا نداره باز اومدی تو شعر من درد دلم تازه شده شهر غریب و بی صدا اسم و آوازه شده اومدی ای داوود میدونی که جا تو Ну что, как ты без нас? Все хорошо, но я скучаю по всем в «Зените», правда? И по городу, и по нашим болельщикам. Я ушел из «Зенита», но мое сердце вместе с командой и фанатами. Надеюсь, что они проведут очень сильный сезон. Ты видел баннер с чемпионством колхоз? Да, я видел, очень забавно и круто. Наверное, колхоз — это мое слово. А болельщики всегда в моем сердце. Мне их не хватает. Хочу поблагодарить каждого, кто нас поддерживал. Спасибо всем. Ты сказал, что колхоз твое слово. Ливеркузен — это колхоз. Я знаю это. Да, реально, очень маленький город, реальный колхоз. Вот Петербург — это нет. Питер клевый. А про Ливеркузен можно сказать, что это колхоз. Только так. Иран удивительная страна. Вот вроде бы на нее наложены миллионы санкций, но как минимум для туристов ни одна из них не работает. Нет букинга, ну окей, не проблема. Забронировать отель можно без проблем. Или напрямую, или через сайты-посредники. Сим-карта тоже никаких проблем. 5G на 35 гигабайт прямо в аэропорту оформляется за $10 и 10 минут. Так что пока все четенько. Суперстар. Это никогда не закончится.
Знаешь, как будет колхоз по-немецки? Коллектив Виршафт. Практически, то есть колхоз в России это все-таки не деревня, а такое коллективное хозяйство. У меня колхозный, это маленький город, там ничего нету. И это, что такое, не баран, баран тоже, и это cow, what is it called? Корова. Как корова, там, у меня колхозный нет. Как твоя адаптация в Германии? Все хорошо. Там дисциплина больше, чем на 100%, и мне нравится там. Тренировки очень хорошие. Город очень хороший. Мне нравится Бундеслига. Нравится, как мы играем. Это очень высокий уровень. Ты сказал про 100% дисциплины. В России было иначе? Совершенно иначе. Да, совершенно иначе. Германия же известна своей дисциплиной. И, думаю, немцы и Германия первые в этом. Ты играешь не так много, как ожидал. Ты рассматриваешь это как вызов или недоволен ситуацией? Когда я только приехал в Ливеркузен, я был травмирован. Мой голеностоп еще не восстановился после Челси. Была не самая приятная ситуация для меня, но я работал очень усердно. Кажется, я ждал 2 месяца. Долго тренировался в одиночестве. И возвращаться в игру было непросто, но это окей, это футбол. Нам нужно быть профессионалами. С Луневым общаешься в основном? Мы вообще не разговариваем. Я ему постоянно говорю: вали отсюда. Ха-ха. Шучу, шучу. Конечно, он мой лучший друг. И в «Зените» он был моим лучшим другом. В Ливеркузене мы тоже всегда вместе. Всегда стараемся быть рядом друг с другом. Мне это нравится. У нас замечательные отношения. Он рассказывал, что ты звонил прошлым летом и спрашивал про Ливеркузен, про клуб. Да, прошлым летом все было хорошо. Все было на мази. Но в последнюю секунду они... Господин Медведев сказал: ты нам нужен. Так что я остался. Остался еще на 1 год. Но здесь без проблем. Я люблю «Зенит», мне нравится господин Медведев. Я понимаю, что он хочет сохранить своих игроков. Это футбол, а он генеральный директор. Так что может делать все, что хочет. А у меня был контракт, и я должен уважать этот контракт. Но ведь это не тюрьма. Да нет, все нормально. Все было хорошо. У нас отличные отношения. Твоя мотивация не упала после того, как «Зенит» не отпустил тебя летом? Знаешь, я уже принял тот факт, что ухожу из «Зенита». И в самую последнюю секунду они сказали: нет, ты должен остаться. Так что я был шокирован, потому что я был готов уйти. Все были готовы, моя семья, все. Но почему я был расстроен? Я не знал, чего ждать дальше. Или я останусь в «Зените», или уйду в Ливеркузен. Я не знал. Мое сердце было с «Зенитом», но мой разум был уже в Ливеркузене. Это была какая-то безумная херня. Но все нормально, все окей. Мы играли, мы стали чемпионами, так что я по итогу доволен. «Зенит» пытался удержать тебя в России? В плане. Новый контракт и так далее? Да, конечно. Они пытались, но для меня пришло время уходить в Европу. Мне 27 лет, так что я хотел играть в Европе, в Бундеслиге. Это очень высокий уровень. Плюс в России я уже добился всего. Был лучшим бомбардиром, лучшим игроком сезона, чемпионом. Я выиграл все, что только было можно. Мне нужен был новый вызов. То есть дело не в деньгах?
Нет, конечно нет. Если бы я остался, мне бы, конечно, платили больше. Определенно. Плюс у меня же было еще одно предложение из России, и они тоже предлагали сумасшедшие деньги. Но я понимал, что хочу играть в Европе. Локомотив? Не буду говорить, может быть, они не хотят, чтобы про это узнали, но поверьте, предложение от этого клуба было очень хорошим. Да или нет? Факел Воронеж? Кто? Факел Воронеж? Кто такой Воронеж? Они вышли в премьер-лигу в этом году. Нет. Уфа? Нет. А вот с деньгами здесь все очень сложно. В Иране сразу две национальные валюты – таман и реал. Один таман равен 10 реалам. Все цены в таманах, вся наличка в реалах. В общем, это настоящий ад для гуманитария. Причем в обычном банке их обменять нельзя. Нужны эти специальные обменники, которые называются сарафи. Санкции у Янцы. В общем, все здесь принимают, если захотеть. Курс, конечно, не самый крутой, но решение вопроса всегда есть. Как почувствовать себя безумно богатым? Здесь больше 30 миллионов. Каждая бумажка по 500 тысяч. У «Зенита» сейчас проблемы с атакой. Пожалуйста, возвращайся. Хочешь, я тебе дам 30 миллионов реалов? Да. Чтобы ты вернулся. В месяц. Я тебе лично готов эти деньги платить. Честно? На один месяц сколько? 30 миллионов? 30 миллионов реалов. Это $100, подумай. Ты видишь себя в российском футболе в будущем? Сейчас нет. А Черетинская? Давай представим, что «Зенит» предложил тебе самую высокую зарплату в России. Нет, дело не в деньгах, я же говорю. Для меня деньги не все решают. Я хотел для себя чего-то большего. Я хотел играть в Европе. Деньги здесь были ни при чем. Слушай, ты говоришь, что дело не в деньгах. Но, по слухам, «Зенит» предлагал тебе контракт 2, 3, 4 раза. Да, это правда. Они не понимали, что деньгами не удержать? Даже не знаю. Если они хотели сделать мне предложение, никакой проблемы в этом нет. Возможно, я для них хороший игрок, который может помочь команде. Медведев мог сделать мне сколько угодно предложений, без проблем, понимаешь? И я очень его уважаю. Даже сейчас мы иногда переписываемся. У нас очень прекрасные отношения, так что никаких проблем нет. Они могли делать мне хоть 10 предложений. Какие вопросы? Мы должны уважать друг друга. Перенесемся в январь, когда ты покинул отель «Зенита» и отправился к Байеру. Что это было? Когда я поехал к Байеру? Когда ты отправился в отель к Байеру. В отель? А это был не отель? Да, это был отель. А ты откуда Так знаешь? никто не знает. Даже Бако там не было, он с ковидом лежал. Только ты там был. Так что рассказывай. Всегда очень сложно, когда ты куда-то переезжаешь, особенно в страну, в которой ты раньше не был. Новая культура – это всегда сложно. Плюс для меня была сложность в том, что 2 или 3 месяца, уже не помню, там я провел в отеле, так что мой мозг просто плавился. Но это не оправдание. Я всегда старался работать по максимуму и помогать команде. Это было важным для меня, пусть и очень тяжелым.
Нет, ты или не понял вопрос, или сделал вид, что не понял. Я о ситуации, когда ты покинул отель «Зенита» и отправился подписывать контракт с Байером. А, это отель, да. Все нормально. Я могу подписывать новый контракт за 5 месяцев до того, как истекает нынешний. Это профессионально. Я ничего плохого не сделал. Так что так делают абсолютно все. Да, я покинул отель, но футболисты всегда сбегают на шопинг. А я ушел, чтобы оформить контракт. И это случилось за 5 или 4 месяца до истечения моего контракта с «Зенитом», так что все нормально. Любой может так сделать. Окей, ну было бы это не в отеле, а у меня дома. Я не сделал ничего плохого. Я не говорю, что ты сделал что-то плохое, но есть два «но». Первое. Игрокам «Зенита» нельзя было покидать отель. А второе? Нет, кто это сказал? Они могли ходить куда хотели, могли покидать отель. Кто сказал? То есть у вас не было такого правила? Все выходили из отеля. Это нормально. Если бы нам нужно было постоянно находиться в отеле, мы бы все поумирали. Так что я не думаю, что сделал что-то противозаконное. Окей, и второе «но». Никто в «Зените» не знал, что в этот день ты подпишешь контракт с Байером. Когда появился пост в соцсетях, это стало сюрпризом для всех, даже для Сергея Симака. Что я мог сделать? Я решил принять новый для себя вызов. Вот и все. Ссылка во вторую команду, огромный штраф. Это слухи или... Какое место? 3. Но это нормально. Бронза? Да, бронза. Лига Европы? Да, Лига Европы. Разговоры о ссылке во вторую команду, огромный штраф. Это слухи или кто-то из руководства говорил тебе о таком наказании? Это было смешно. Мне кажется, я достаточно много помог «Зениту». Я подписал контракт и говорил им, что собираюсь уйти и уйду. Так что не надо меня ждать, не теряйте время, ищите нового нападающего. И когда я слышу такие вещи, я был просто в шоке. Я люблю «Зенит», я очень люблю «Зенит». Из всех команд, в которых я играл, «Зенит» всегда будет номером 1. И когда я услышал про вторую команду, я принял это. И я уважаю это решение. И если бы мне сказали пойти в 3-ю команду, я бы пошел без проблем. Ты бы не смог из-за возраста. Тебе не 19. Да, без проблем. Может быть, меня просто с ними тренироваться отправили. Бако все это время был со мной. И я сказал ему, если сошлют, пойду во вторую команду. Но ты узнал об этом из СМИ или от кого-то из «Зенита»? Вроде бы из СМИ. Точно не помню, но, кажется, где-то прочитал. То есть официально об этом не говорили? Сразу после подписания контракта, когда ты ушел из одного отеля в другой, без маски, ты отправился на карантин с ковидом. Нет, я был в маске, и никто меня не видел. Кто пишет такие вещи, просто лжет. В любом случае, ценой этого поступка стал пропуск второй части сбора, потому что ты болел. Не слишком высокая цена? Так я же не могу решать, будет у меня коронавирус или нет. Это не от меня зависит. Не только же я с короной лежал. У нас 4 или 5 футболистов параллельно со мной болели. Плюс я же был травмирован. Ну, не было бы у меня короны. Все равно нормально тренироваться не мог. Из-за этой травмы я не мог нормально тренироваться и после приезда в Ливеркузен. Мой голеностоп не позволял этого делать. Так что не могу сказать, что эта ситуация как-то серьезно на мне сказалась.
После подписания контракта с Ливеркузеном ты рассчитывал остаться с «Зенитом» до лета? Или ты хотел уйти зимой? Я подписал контракт с лета, а дальше уже решали клубы, и они решили, что я перейду зимой. То есть это была не твоя просьба? Нет, конечно, я хотел перейти как можно раньше, я хотел этого. Я говорил Ливеркузену, если возможно оформить трансфер сейчас, окей, оформляйте. Я хотел увидеть Бундеслигу, это лучше, чем РПЛ. Через несколько дней после твоего ухода ситуация в России серьезно изменилась. Думаю, ты понимаешь, о чем я. Какой была твоя первая реакция? Я не могу сказать ничего про эти события. Это ужасно для 2022 года. К нам в редакцию пришло очень много писем с вопросом, сколько это удовольствие стоит. Ну, давайте посчитаем. Срочная виза 2000 рублей, авиабилеты 16 тысяч рублей. Но я здесь немножко сэкономил, потратил мили, поэтому почти на десятку получилось дешевле. И 4-звездочная гостиница, довольно хорошая, кстати, около 10 тысяч рублей. То есть, по факту, по-моему, получилось меньше двадцатки. Это обычный выезд в Екатеринбург или Сочи. Русский спорт сейчас под санкциями, а иранский спорт под санкциями уже очень давно. Может, дашь какие-нибудь советы, как вы, спортсмены, выживаете в этих условиях? Даже не знаю, что и ответить. Я не политик. Уверен, что они найдут правильное решение. Они же очень хитрые. Дальше FIFA разрешила игрокам уходить из российских клубов, останавливать контракты. Давай представим, что ты остался в «Зените» до лета. Ты бы воспользовался этой опцией? Если бы у меня был контракт, конечно, я бы остался в «Зените». Это лучший клуб. Для меня «Зенит» лучший клуб в мире или один из лучших. У них есть все. Конечно, ситуация нехорошая, очень нехорошая. В России все в безопасности, все спокойно. Если бы я не перешел в Байер, то остался бы с «Зенитом», как это сделал Малком и другие. Они же остались. Но Юрий Альберто ушел, и мы скучаем по тебе. Может, просто кто-то дал ему дурной... Совет? Да, совет. Может, что-то в этом роде. Может, он... А сколько ему лет? Молодой, 21 или 22. Ну вот, он просто молодой. Но я могу сказать, что он принял ошибочное решение. Он покинул один из лучших клубов мира. Я правда так считаю. В мире. Но я считаю, что он «Зениту» не особо и нужен. Они могут купить кого хотят. Они купили кассиру из Сочи. Помнишь такого? Отлично. Для меня он лучше, чем Альберто. Серьезно? Уверенно. Несколько лет назад Миша Поленов рассказал мне, чем отличаются москвичи от петербуржцев. Если спросить дорогу у москвича, он покажет тебе направление. Если спросить дорогу у петербуржца, он возьмет тебя за руку и скажет: пойдем покажу. Так вот, в этом плане иранцы очень похожи на петербуржцев. Несколько раз я обращался к совершенно незнакомым людям с самыми обычными вопросами, типа где здесь обменник, как найти автобусную остановку. А на выходе я получал персональных ангелов-хранителей, которые очень сильно помогли и облегчили мне жизнь в этой поездке. И, честно, я настолько отзывчивых людей не встречал очень давно, и в некоторых моментах у меня даже закрадывались дурные мысли о том, что не может быть все так хорошо, сейчас где-то будет подвох и меня обманут. Но нет, поверьте, никакого подвоха не было. И в этом плане у меня небольшой шок, приятный, но шок. Курбан Бердыев стал боссом одной иранской команды.
И в российских СМИ была информация, что это ты ему помог получить работу. Правда? Смотри, помог ли я ему перебраться в трактор? Да, но я не предлагал его клубу. Это неправда. Они сделали ему предложение. И он спросил моего совета. Просто я из Ирана, и он мне доверяет. Поэтому он уточнял у меня некоторые вещи. Я рассказал о тракторе, только самое хорошее. И он принял решение перебраться в Иран. Вот и все. То есть ты еще следишь за иранской лигой? Трактор — моя любимая команда. В Иране. Значит, с Бердыевым ты на связи? Да, мы недавно встретились и поговорили. Я очень скучал по нему. Он очень позитивный человек. И он мой футбольный отец. Так что я рад, что теперь он будет работать в Иране. Да, ты называл его вторым отцом. Ты до сих пор спрашиваешь его совет, когда дело касается футбола, трансферов? Он в курсе всех предложений, которые я получаю. Но только я решаю, где я буду играть. Я знаю ситуацию лучше, чем мой отец, моя мать и вообще кто бы то ни было. Но, конечно, если у меня возникнет сложная ситуация, в первую очередь я обращусь к Курбану. Что он сказал, когда ты спросил у него про Ливеркузен прошлым летом? Все хорошо, вот и все. Сказал, что все правильно. Какая была его роль в твоем трансфере в Байер? Его роль никакая, он просто позитивно отреагировал, вот и все. Казанский Рубин вылетел в первую лигу в этом сезоне. Какой была твоя... Они вылетели в первую лигу? Да, Я не знал. в последнем туре. Они проиграли Уфе дома и не забили пенальти на 90+5, думаю. И вылетели. Ты реально не знал? Нет, не знал. Я слежу за «Зенитом», чемпионом, а не за «Рубином». Смотри. «Зенит» никогда никакого зла мне не делал, а «Рубин» в свое время сделал мне плохо. Так что я не думаю о «Рубине», я думаю о «Зените». Мне без разницы, вылетел «Рубин» в первую лигу или нет. Правда. Для меня главное, чтобы «Зенит» стал чемпионом. Остальное неважно. То есть из Казани ты ни с кем не общаешься? А из Зенита? Да, почти со всеми. Иногда с Мостовым, иногда с Долером. Так что да, мы на связи. А с тренерами? Тиму, например? Да, с Тима тоже и с мистером Симаком. У нас отличные отношения, потому что мы друзья. Они не предлагали тебе вернуться? Нет, они хотят, чтобы я играл на самом высоком уровне. Они правда этого хотят. С Дзюбой общаешься? Нет, Когда вы в последний раз говорили? я не помню. Сейчас он без команды? Он ушел из «Зенита»? Или ты тоже не в курсе? Почему он не пойдет в «Рубин»? Потому что он хочет играть в Европе? Иди в первую лигу и играй там. Какие проблемы? Думаешь, это подходящая для него лига? Теперь он уже старый, так что в самый раз он может там играть. Ты постоянно проводишь каникулы в Иране. Отпуск. Назови 3 места, которые туристам из России нужно посетить в Иране. Ага. Вот здесь, сейчас Шамал и Джунуб и Тахта Джамшид. Агунбат. Колхозники город. Это мой город, но не надо там входить. Иран очень гостеприимная страна, поэтому вернуться без подарка я просто не мог. Так, конкурс на кону. Футболка сборной Ирана с автографом Сердара Азмуна. Получить ее очень просто. Нужно подписаться на мой телеграм-канал, подписаться на мой YouTube-канал и ответить в комментариях к этому видео на вопрос.
Почему Сердар Азмун, один из самых популярных людей в Иране, так любит колхоз? Принимаются только неправильные, неочевидные и оригинальные ответы. А победителя я выберу через 2 недели после того, как выйдет это видео. Дата будет здесь. Ну что, поездка завершена. Очень интересная страна, очень отзывчивые люди, очень красивые виды и довольно интересный опыт. В общем, строго рекомендовано к посещению. А в остальном это был всего лишь ран. Едем дальше.